канале Жизнь Турции, и меня зовут Юля. И сегодня у нас шикарная погода. Сейчас порядка 26-27 градусов тепла. Но мы сидим дома, так как у нас локдаун. Все дела дома уже переделала, и от нечего делать листала интернет и нашла очень интересный рецепт спагетти. Вот, поэтому вечером хочу приготовить его. И для того, чтобы его сделать, мне надо докупить кое-какие недостающие продукты. Поэтому я вышла в город и предлагаю прогуляться со мной по магазину. Ну и вечером, разумеется, приготовить вместе со мной спагетти. Поэтому вперед! Вот такой вот у нас локдаун. Люди должны сидеть дома, но машин достаточно много. Народ под предлогом того, что ему надо в магазин, выходит на улицу и гуляет. Ну что, заходим в магазин А101. Народ типа на закупке. Цены на местный кефир, айран. Совсем недавно здесь стали появляться в пакетах таких полиэтиленовых молоко. А так всегда продается в картонных. Йогурты. Мне надо вот такой вот сыр творожный. Мне нужны грибы сегодня. Вот эти вот выглядят покрасивее для приготовления спагетти. Мне также нужны помидорки черри сегодня на вечер. Забрала, кстати, предпоследнюю, последняя осталась. Ну что, немного купила то, что мне надо было. Сейчас иду в соседний магазин. Здесь продаются сыры. Вот такая вот симпатичная коровка стоит на входе в магазин. Магазин называется Яшинолу. Обычно все сыры и масло мы покупаем здесь. Беру себе сыр. На вечер режет мне половиночку. Вообще здесь большой выбор сыров. Вот цены. Ну и в себя взяла побаловать. Вот такой вот сыр, он такой вкусненький, мне очень нравится. Ну вот, закупку в магазине я уже сделала. Приобрела все ингредиенты, которые мне нужны вечером для приготовления спагетти. Сами спагетти не брала, потому что они у меня есть дома. Ну что, а теперь погнали готовить вкусняшечку на вечер. Так, я уже дома, все подготовила для приготовления спагетти. И еще раз хочу напомнить, что этот рецепт я нашла сегодня в интернете. Что нам для этого надо? Спагетти, вот такой вот сыр творожный, помидоры черри, я уже нарезала чеснок, нарезала шампиньоны. Также у меня есть перец, специи, тимьян, розмарин, ну, разные специи и немного оливкового масла. Никогда его раньше, этот рецепт, так не делала. Попробую. Поэтому начнем. Немножечко я наливаю на дно своей посуды, которую я буду запекать в духовке, оливкового масла. Потом, как было в интернете, делаю все точно так. Они брали вот это вот сыр и выдавливали его вот таким образом в
тарелку. Вокруг этого сыра выкладывали помидорки черри. Вот я их тоже выложила. Потом сверху раскладывали шампиньоны. Раскладываю. Вот так вот. Все. Шампиньончики тоже положила. Наверх высыпаю чеснок нарезанный. Так, чеснок сделала. Ну а теперь немножечко специй. У меня смесь перцев. Потом различные смесь трав. Разные травки, чтобы было вкуснее. Сверху у меня есть вот такой вот сушеный тимьян. Или, да. Ну и в дополнении этого не было в рецепте, но я решила немножечко модернизировать. Это сливки. И я сверху заливаю все сливками. Ну и теперь несу это в духовку. Я поставила это блюдо в духовку, в хорошо разогретую на 180 градусов до полного расплавления сыра. И хочу напомнить, что спагетти мы отвариваем отдельно. Водичка закипела. Буду закидывать спагетти. Вот, я уже достала из духовки. Сыр вот так вот растаял. Теперь я все это перемешиваю. Сразу могу сказать, что недоработка в рецепте с интернета все-таки есть, потому что помидоры, они хоть и стали мягкими, но они все равно не разбиваются, чтобы получилась однородная масса такая. После этого я добавляю уже готовые спагетти. Все это перемешиваем. И также сверху добавляем тертый сыр. Теперь я все это перекладываю на тарелочку. Сверху украшаю зеленью. Ну что, вуаля! Мое спагетти готово по рецепту, который я увидела сегодня в интернете. И давайте попробуем, как это все на вкус. Очень вкусно. Поэтому желаю себе и вам приятного аппетита, а я буду продолжать поедать эту вкусняшку дальше. На этом вкусном месте заканчиваю свое видео. Остаемся на связи и до встречи. Пока-пока.